Здравствуйте, гости дорогие! Вы на канале Рецепты бабушки Эммы. Добро пожаловать! Меня зовут Леня. Сегодня мы готовим творожный Наполеон. Это авторский рецепт канала Рецепты бабушки Эммы. Ничего подобного еще не было. Мы разработали рецепт слоеного теста на твороге и рецепт очень нежного творожного крема. Наполеон получился вкусный, полезный и несложный в приготовлении. Приступаем к приготовлению творожного Наполеона. Прежде всего приготовим жидкую составляющую слоеного теста. В миску кладем 350 граммов мягкого творога. Мы используем творог жирностью 9%, но это не имеет принципиального значения, можно использовать творог любой жирности. Добавляем в творог 2 яйца и 1 чайную ложку соли. Хорошо перемешиваем. Ставим смесь в холодильник. Мы готовим слоеное тесто быстрого приготовления на твороге. 400 граммов сливочного масла или сливочного маргарина натираем на крупной терке, перемешивая с половиной килограмма муки. Сделать это можно вручную или на электрической терке. Масло должно быть ледяное, а мука холодная. Поэтому мы рекомендуем и то, и другое положить накануне в морозильную камеру. Лучше натереть масло на электрической терке. Так оно не будет таять от тепла рук. Слоеное тесто, в отличие от дрожжевого, не любит тепло рук. Натираем масло вперемешку с мукой. Натертое масло дополнительно перемешиваем с мукой. Мы натерли масло. Еще раз все хорошо перемешиваем шпателем. На перемешанную муку с маслом выкладываем подготовленную творожно-яичную смесь и еще раз хорошо перемешиваем шпателем. Друзья, напоминаю, купить книгу «Любимые торты бабушки Эммы» можно только на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Магазин». Приступаем к замесу теста. Месим тесто очень аккуратно, поднимая с краев и прижимая к середине. Тесто не нужно месить, его нужно просто собрать. Формуем тесто и делим его на 4 равных куска. Каждый кусок теста кладем в целлофановый пакет и отправляем в холодильник, минимум на 5 часов. Такое тесто можно хранить в холодильнике несколько дней, а в морозильнике несколько месяцев. Размораживать тесто лучше в холодильнике. Тесто хорошо охладилось. Присыпаем стол мукой, кладем на него 1 кусок теста. Тесто и скалку тоже присыпаем мукой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт
толщиной приблизительно 3 мм. Друзья, сложилось так, что это первый видеорецепт торта, который я делаю самостоятельно. Сам готовлю и сам снимаю. Это не просто в техническом плане и очень сложно в моральном. Я уверен, что вы поддержите нас. Поэтому не буду просить вас ставить лайки, подписываться, нажимать на колокольчик и делиться этим рецептом. Вы сами знаете, что делать. Спасибо. Противень протираем влажной салфеткой и при помощи скалки выкладываем на него раскатанное тесто. Слегка прижимаем. Делаем надрезы ножом, чтобы тесто не вздулось при выпекании. Выпекаем коржи из слоеного теста в заранее разогретой духовке при температуре 180-190 градусов Цельсия приблизительно 20 минут. Для того, чтобы проверить готовность, приподнимаем край коржа, и если корж не прогибается, он готов. Также выпекаем остальные коржи. Готовые коржи вынимаем из духовки и выкладываем на деревянную доску. Даем остыть. Коржи остыли. На остывший корж кладем разделочную доску размером 25 на 30 см. Обрезаем корж ножом-пилкой. Обрезки кладем в миску, они нам пригодятся для посыпки. Таким образом готовим 4 коржа размером 25 на 35 см. Можно приготовить торт любой формы – круглый, квадратный, овальный, кому как нравится. Коржи для Наполеона готовы. Приступаем к приготовлению творожного крема. В миску миксера кладем 500 граммов маскарпоне. Наливаем 500 мл сливок жирностью не менее 35%. Добавляем 250 граммов сахара и 2 чайные ложки ванильного сахара. Перемешиваем на малой скорости. Увеличиваем скорость до максимума и взбиваем до получения пышного, гладкого и очень нежного крема. Сыр маскарпоне, хоть и называют сыром, по сути своей это сливочный творог. Рецепт сыра маскарпоне вы найдете на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Завтраки». Можно приготовить крем с любым сливочным сыром по вашему выбору. Коржи для Наполеона готовы. Крем готов. Приступаем к сборке торта. На доску или на блюдо кладем корж.
На корж выкладываем четверть подготовленного крема. Разравниваем. Поверх крема кладем второй корж. Слегка прижимаем. На корж выкладываем еще одну четверть подготовленного крема. Разравниваем. Кладем третий корж. Прижимаем. Поверх кладем четверть крема. Разравниваем. Кладем четвертый корж гладкой стороной вверх. Прижимаем. Можно все коржи класть гладкой стороной вверх. Это немного удобнее. Покрываем бока и верх торта оставшимся кремом. Подготовим посыпку. Измельчаем обрезки в крошку. Добавляем 1 столовую ложку ванильной сахарной пудры. Перемешиваем. Способ приготовления сахарной пудры есть на нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Кулинарные хитрости». Обсыпаем бока и верх торта подготовленной крошкой. Посыпаем торт 1 столовой ложкой ванильной сахарной пудры. Отправляем торт на несколько часов в холодильник. Лучше подержать творожный Наполеон в холодильнике сутки. Можно хранить творожный торт Наполеон в холодильнике неделю или 2. Если, конечно, маскарпоне и сливки свежие. Просто проверьте срок хранения сливок и сыра маскарпоне, и этот же срок будет распространяться на торт. Нарезаем торт Наполеон ножом-пилкой на 24 порции. Торт, правда, очень вкусный и нежный. С чаем или с кофе можно спокойно, незаметно для себя, съесть 2-3 кусочка. Торт Наполеон – один из самых любимых тортов нашей семьи. На нашем сайте videoculinary.ru в разделе «Торты» вы найдете рецепт торта Наполеон классический, рецепт торта Наполеон с яблочной прослойкой, рецепт торта Наполеон с заварным кремом, рецепт простого торта Наполеон по старинному рецепту, а также рецепты других вкусных и красивых тортов. Вдохновения вам, удачи и приятного чаепития!